Всем привет и спасибо за то, что заглянули на мою кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, красиво и полезно. Дорогие мои друзья, сегодня по вашим многочисленным просьбам я хочу вам предоставить кое-какие вкусные, полезные рецепты завтраков. Смотрите, готовьте эти рецепты. Можно есть как на стадии снижения веса, на стадии закрепления веса, те, которые находятся на системе питания кето. Все это очень вкусно, это белковые, протеиновые завтраки. И поверьте мне, если вы приготовите такой завтрак в выходной день, то вы порадуете всех членов вашей семьи. То есть сделайте двойную порцию. Ну что, мои хорошие, приятного просмотра! Сегодня на завтрак у нас будет яичница. Я порезала половину баклажана небольшого, одну среднюю луковицу, 4 зубчика чеснока туда же добавила, помидоры в собственном соку. Нам понадобится петрушечка и 4 яичка таких небольших и сыр фета. Сейчас мы начнем обжаривать все овощи сначала на сковородочке, потом добавим помидоры, яйца и все красиво присыпем петрушкой и сыром фета. Теперь добавляем помидоры и яйца. Хорошо их распределим. Теперь посыпаем нашу яичницу сыром фета и зеленью. Вот и все. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас я хочу приготовить творожные оладушки или блинчики. И для этого нам понадобится 3 столовые ложки соевой муки, 1 столовая ложка цельнозерновой муки грубого помола, 1 груша, яйцо, 250 грамм творога, 1 столовая ложка яблочного пюре, щепотка буквально соли, у меня гималайская, разрыхлителя чайная ложечка и немножечко ванилина. Теперь мы все это смешаем и будем жарить наши оладушки. На хорошо разогретую сковороду мы выкладываем наши оладушки. Обжариваем с 2 сторон, и наши оладушки уже почти готовы. Наши творожные оладушки выглядят вот так вот. Я их подала с половинкой персика и буду есть их вместо сладкого джема с яблочным пюре. Наше домашнее яблочное пюре, которое совершенно без сахара. Оно само по себе сладкое. Такой сорт у нас яблок. Заметьте, что в наших оладушках нет вообще сахара, потому что вместо сладости мы добавили, опять же, сладкое яблочное пюре, которое само по себе сладкое, и тертую грушу. Ну а вместо белой муки мы положили соевую протеиновую муку и цельнозерновую муку грубого помола. Я вам советую делать их маленького размера, тогда их будет легче переворачивать. Ну и смотрите по консистенции. Если оно будет тесто у вас жидким, тогда добавьте еще 1 ложку какой-то из муки, которую мы сейчас перечислили. Для нашего незатейливого блюда нам сегодня понадобится сковорода, 1 лопатка, маленькое полотенце, и из продуктов питания немножко растительного масла, 1 средняя луковица, 150 грамм зеленого горошка, цветная капуста у меня 250 грамм, из цветной капусты уже такой готовый рис. Если у вас нет такого, не продается в вашей стране, то вы можете просто-напросто измельчить цветную капусту
в блендере. И если вы это блюдо будете готовить на завтрак, то, конечно же, можно к нему добавить одно яйцо. А если просто как гарнир, тогда яйцо не обязательно добавлять. Ну что, приступаем готовить. Я уже разогрела сковороду, и сейчас маслице мы отправляем. Первым ингредиентом это лук. Начинаем его немножко обжаривать. И в скорости мы добавим к луку цветную капусту. Лук немножко подрумянился, и теперь самое время к нему отправить цветную капусту. Все это помешаем, обжарим буквально пару минуточек и сразу же добавляем наш гарнир или завтрак, зеленый горошек. Все. Следующим компонентом идет наш зеленый горошек. Смотрите, как уже красиво. И все как быстро. Не нужно обжаривать очень долго. Почему? Потому что вот это вот рис из цветной капусты и горошек, они должны, знаете, так похрустывать. То есть не нужно его доводить до такой консистенции, как вареный. Все. Теперь мы немножечко посолим, поперчим по вкусу, и наш чудесный гарнир готов. Если я готовлю это блюдо овощное на завтрак, то я непременно добавлю сюда одно яйцо. И наш завтрак будет более сытным и гармоничным. У нас будут и белки, и длинные углеводы, и немного жиров. Опять же, долго не будем обжаривать, а сделаем такую болтушку или же scrambled egg. Все, наш завтрак готов. Вот так выглядит мой завтрак. Я добавила еще кусочек хлеба, который я сама пекла. Это творожный хлеб, смотрите рецепт. Ломтик сыра бри. И вот грамм 150 такого а-ля гарнира из риса, цветной капусты, горошка и жареного лучка. Все у нас очень сбалансировано и вкусно. Дорогие мои, вы посмотрели эти рецепты до конца, надеюсь, рецепты завтраков. Не бойтесь, что это занимает там больше, чем 5 минут. Делайте, готовьте. Это все очень-очень вкусно, красиво выглядит. Ваша семья будет только радоваться такому завтраку, хотя бы в выходной день, правильно? И главное, что все мои рецепты, они полезные, и их можно есть как на стадии снижения веса, так и на стадии закрепления веса. Так что готовим вместе, и спасибо, что были сегодня со мной. До новых встреч, до новых полезных завтраков, обедов, ужинов и десертов. С вами была любящая вас Виктория. Пока!